Всем привет! Вы на канале Рукавешка и пойдемте смотреть Белград. Это первое видео на этом канале, и я рад вас видеть. Сегодня будем гулять по Белграду, городу с непростой и очень интересной историей. Старые и новые вокзалы, храмы, османское наследие, могила барона Врангеля и Никола Тесла. А еще протесты у парламента и следы бомбардировок. Их здесь до сих пор помнят. Посмотрим, как этот город живет сегодня и какие истории хранят его улицы. Поехали! Я уже говорил, да, что в Белграде бесплатный транспорт. Он и бус, и вы тоже. За здоровье так тем более. Там стояла толпа русских и ругалась матом. Если есть олицетворение слова «секс», то оно вот здесь стоит. Че, может, породняк зайдем? Кого ждешь? Холстиныч и Дубиныч. Знаменитые сербские музыканты. Ария — это всемирно известно, а это кто такие, вообще понятия не имею. Почему у вас мусор везде? Ох ты ж, ёшкин кот. И тут какой-то забор с мусором, как всегда. Ну да, куда ж без этого. Ну и наличие тротуаров тоже радует. Вот советую Одри Хорн всем фанатам Твин Пикса. Жидкое. Ну, пиво как пиво. Улица как улица. Здание как здание. Люди как люди. Палатки стоят. Это протесты, да. Ну, сегодня какой-то просто день красивых машин. Вы посмотрите, что это такое. Цветут вишни. Какая красота. Город начинается с вокзала, и, пожалуй, мы тоже начнем с вокзала. Вот вокзал, это парковка над вокзалом. А вот там Белград. Не лучшая его сторона отсюда видна, конечно. Хотя там вот видно вот то вот здание, это знаменитая белградская бутылка, на которой проходят всякие мероприятия. Вернее, не на ней, а на ней транслируют видосы всевозможные на Новый год, на всякие праздники и так далее. Там Новак Джокович выиграл в турнире, тоже будем его транслировать. Ну, пойдемте к вокзалу. Вокзал, кстати, очень классный. Хоть мы и находимся в такой вот промзоне, да? Но вокзал реально крутой. Он очень сильно выделяется на фоне всего, что есть вокруг. Я, как настоящий невоспитанный человек, иду по велодорожке, но мне просто нужно свернуть вот сюда. И вот здесь я уже, как настоящий нормальный пешеход, пойду. Я когда приехал в Белград, было довольно весело, потому что этого вокзала не было. Поезда ходили отсюда, но вокзала не было. Было просто поле, на котором стоял один лифт, и была одна лестница вниз, вот туда вот, где поезда. И я помню, что какие-то китайские туристы не могли найти вокзал. Где, говорит, вокзал? Я говорю, вот он, прямо перед вами. В смысле? Это что, вокзал? Я говорю, да, это вокзал. Видите, там лифт стоит. Направил их в ту сторону, они мне не поверили сначала, но потом такие, о, действительно, спасибо большое. Ну и, собственно, пока мы идем к вокзалу, наверное, стоит объяснить, почему я вдруг решил выйти из-за компьютера и начать снимать видео. Все очень банально и просто, потому что иногда хочется не только показывать чьи-то истории, но и рассказывать свои. Учитывая, что у меня был опыт стояния перед камерой в СМИ, да, я долгое время работал на телевидении и много где, в общем, поработал, то как бы это даже не так и страшно, просто стоит начать, а дальше уже само покатится. И хочется рассказать про места, где я бываю, про людей. Самое это интересное, это, конечно, люди и то, что они после себя оставляют. Например, архитектура вот такая вот, красивая, прелестная. Ну, наверное, со словом «прелестная» я, конечно, переборщил, но красивая. Мне нравится. Все же субъективно, вся жизнь субъективна, мне нравится. Но, как обычно, по нашей старой славянской традиции, благоустройство оставляет желать лучшего. Ну, это не Сербия единой. Давайте знакомиться. Меня зовут Анатолий. Я режиссер монтажа. Вот уже, господи, сколько ж лет-то, ёшкин кот. Какой сейчас год? 25-й. 17 лет, получается. Да, 17 лет я монтирую. И вы могли видеть много моих видосов и не знать, что их сделал я. Ну или частично сделал я. Поэтому я их сейчас выведу на экран. Может быть, что-то вы и смотрели. А вот там наверху, не смотрите на это югославское здание, находится парк, который, вы не поверите, называется Гайд-парк. Я там ни разу не был. Я знаю, что там красиво, что там типа местная Рублевка или что-то типа того. И туда, в принципе, стоит сходить. И там еще снимали, там находится Белый дворец королевской семьи.
И там снимали в Белом дворце, прямо в дворце королевской семьи снимали «Восставшего из ада» последнего. «Восставший из ада», кстати, снимался при поддержке Министерства культуры Сербии. Но про вкусы сербов в кино и в музыке мы еще поговорим, скорее всего, даже сегодня. Это очень-очень интересная тема, и прям она действительно меня зацепила. Ну, пойдемте на вокзал. Пользуясь случаем, передаю привет в Чехию. Так вот, сейчас я вам покажу и сам посмотрю на вокзал здорового человека. Вот так он выглядит. Все входы открыты. И более того, двери даже работают. Это я, если что, ерничаю по поводу России. Все, я зашел. Никаких проблем с досмотром у меня не было, потому что их и не должно быть. Поезда находятся внизу. Вот, кстати, про славян. Просто, наклеим бумажку, чего нет. Любимое развлечение. Подъемы и лестницы. Лестницы и подъемы. Ну, собственно, вон поезд приехал. Прибытие поезда. Ну и по старой славянской традиции мы, конечно же, не можем нормально ничего построить. Поэтому у нас будет течь с потолка обязательно. И плесень расти. Ну а чё нет? С первого-то раза никогда не получается. Ни штаны надеть, ни потолок построить. Ладно. В общем, вот такие дела. Пойдемте наверх. Наши любимые подъемы. Такой вокзал. Прекрасный. Мне нравится. Ну, то, что они его где-то не достроили нормально, где-то что-то не сделали. Это понятное дело. Есть, конечно, желание вот по этой лестнице подняться наверх. Но нет. В следующий раз. Потому что прогулка сегодня так будет очень большая, длинная, и знакомство с Белградом, оно все равно не произойдет целиком, потому что невозможно за один день, там, за пару, за 3, за 4 часа невозможно все обойти. Поэтому в следующий раз. Обязательно сходим в гайд-парк, обязательно сходим на места съемок «Восставшего из ада». Я люблю хорроры, поэтому для меня эта тема вдвойне интересна. Вот. Ну, стройка, собственно, продолжается. Я говорю, что вот за 3 года построили, но не до конца построили. Мы строили и, наконец, не построили. Ну, какая-то парковка будет, видимо. Потому что там стоят какие-то блоки, я вижу. Туалет. Ну да. Будет парковочка, будет. Это хорошо. Я когда комментировал бумажку вот эту прилепленную, там было написано «Колосок». Колосок — это путь. Проще всего, конечно, находить аналогии с русским языком, искать какие-то синонимы. Так вот, мы все прекрасно знаем слово «колесо». По сути, колесо, колосок, да, это все своедно, все едино. Вот. Путь называется колосок, а машина называется кола. Ну, еще можно, конечно, ауто сказать, но есть слово кола. Это автомобиль. Вот такие интересные, никому не нужные, наверное, факты о сербском языке. Ну и к вопросу, а что ж тебе, Толя, не сидится за компьютером, где ты просидел 17 лет? Чё ж тебя попёрло-то на улицу? Ну, на самом деле я же снимал, да, я уже говорил это, я снимал и сам в кадре стоял. И тексты писать, и снимать, и потом монтировать самому. Когда ты сам монтируешь свой материал, это вообще отдельная песня. Ну, если бы не Денис, с которым я обсуждал
все эти вопросы, типа, вот что-то мне хочется поснимать, вот прямо вот зудит. Столько интересных историй, столько всего интересного вокруг. У Дениса и у Миши я спросил, как вы думаете, ребята, может быть, поснимать? На что Денис как бы ответил вообще очень быстро и не задумываясь. Ну, снимай, что ты разговариваешь, иди снимай. Вот иду, снимаю. Давайте еще раз взглянем. Фух, запыхался. Давайте еще раз взглянем на вокзал. Вот туда отходят поезда на юг. Греция, Македония, вот это вот все. Южная Сербия, это туда. А я приехал вот оттуда, с той стороны, с севера. И они обещают продлить эту ветку аж до Будапешта. То есть такая как бы центр будет притяжения. Видите этот храм? Вот туда мы и идем. А вот этот путь до первых деревьев, которые вот там, я называю дорогой смерти, потому что это просто невозможно летом здесь идти. Здесь ни одного дерева нету. Раскаленный асфальт. Вот от этих вот стен, которые вдоль дороги, отражается тепло, отражается солнце. Это прям, Господи Боже. А какая эвтаназия? Зачем она нужна? Приезжаешь в Белград, выходишь налево от вокзала, и все. И через минуту тебе капздец. Где-нибудь в июле, например, когда здесь будет под 40 градусов. Самое то, идеальная погода просто. Ой, вы смотрите. Среди вот этой всей грязищи, да, у нас растет вишня. Да, с мусором в Сербии, конечно, большие проблемы. Вот с этим вот совсем. Я спрашивал своего сербского товарища, а почему у вас дворников нету? Ну, то есть, как бы они есть, но их, очевидно, очень не хватает. Да, там целый район, а то, конечно, сходите. Ни разу там не был. Вот это вообще красота. Пойдемте посмотрим. Долбанутый на голову рус снимает мусор, значит, у нас в Белграде. Ну вот что это? То есть вам до урны не донести? Вам настолько тяжело? Так вот, я у него спросил, он говорит, денег нет. Типа, у вас в России, говорит, мигранты приезжают убирать улицы, а у нас кто будет приезжать? Ну да, это проблема. На дворе у нас 9 марта. Я очень хотел показать вам цветущий, растущий зеленый Белград, но зима в этом году затянулась, поэтому пока только вишни. Пахнут потрясающе. Когда уже изобретут вот это вот, чтобы можно было запахи передавать? 5D кинотеатры прямо у вас дома. Почему вот их нету до сих пор? 3D есть, а запахов нет. Непорядок. В общем, аллилуйя, я вышел к деревьям. Сейчас вот туда вот я окунусь прямо в ту темноту, где вот автобус проехал. Кстати, общественный транспорт в Белграде абсолютно бесплатен для всех. Вот так вот. Как тебе такое, Илон Маск? Ну и некоторые дома, конечно, поражают своей эклектичностью. Хотели в таком жить? Знаю, что хотели. Ну и наличие тротуаров тоже радует. Вернее, отсутствие. Ну, вы поняли. В Сербии все делается просто. Если тротуара нету, то ты идешь просто по проезжей части. Никто тебе и слова не скажет дурного. И вот, казалось бы, да? Минуту назад мы были в промзоне, где валялся мусор, где ходили поезда, идет стройка, окраина города. Так вот прошли, оп, итальянский супермаркет. Оп, и мы уже в частном секторе. Вот эта машина! Вот это красота! Каждый раз поражаюсь. Выйдешь вот так вот и что-нибудь да встретишь интересное. Вот не успели начать прогулку, уже машина красиво проехала. Спасибо, что уступил дорогу пешеходу. Поднимались наверх, теперь идем вниз. В общем, Белград, он делится на две такие части, прямо конкретно разные. Есть как таковой Белград, где мы сейчас находимся, он находится на холмах. Ну вот, я сейчас спускаюсь вниз.
Вот там мы были. Супер высоко здесь, причем очень-очень резкий такой спуск. А есть Новый Белград. Он находится на равнине. Это такой, можно сказать, спальник. Колыбель югославского брутализма. Туда я обязательно схожу и не раз. И даже сегодня туда схожу. Я намереваюсь там поснимать документальный фильм об одном очень интересном здании. Так что не переключайтесь. Господи, я сейчас упаду. Так идти. И вот так вот через частный сектор. Идешь 2 минуты и попадаешь на трассу. То есть между вокзалом с промзоной и трассой с промзоной находится частный сектор. Ну, здесь хорошо, здесь летом хорошо. Идешь в тенечке, спокойненько. Просто кайф. Что ж, теперь надо перейти через трассу и попасть уже, собственно, в сам Белград, потому что все-таки это окраина. А здесь, судя по надписи, продавали какие-то пирожки. В прошлом веке, скорее всего. И... Ну, да, куда же без этого? И вот без этого. Про это я еще отдельно скажу. Видите, да, все исписано. Почему-то в путеводителях по Белграду люди пишут, что будьте готовы, вот эти вот путеводятлы пишут, будьте готовы к тому, что в Белграде все стены исписаны граффити. Что очень грязно. Но это не граффити. Это теги. Граффити — это что-то более-менее осознанное. А теги — это просто вот человек, который не имеет мозгов, не имеет никакого уважения к людям, которые находятся вокруг. Он гадит там, где живет. Вот это вот называется теги. Граффити это никакого отношения не имеет. Чистоты скажу, что оно же везде такое. Делаешь стройку, и сразу кто-нибудь придет и все распишет. В принципе, стройка-то ладно. Так даже веселее. А вот дома... Нет, дома, это я не могу этого понять. Насколько надо, не знаю, не уважать город, людей вокруг, страну, где ты живешь, чтобы рисовать на зданиях. Да и даже не рисовать, а просто писать что-то на зданиях. Вот мы опять вышли в какую-то стройку. Ну, вот это я даже комментировать не буду. Слава КПСС. Насколько я помню, здесь строится медицинский центр вроде бы. Причем, когда я здесь был последний раз, его не было в принципе. О, да сейчас вообще все круто. Когда я был последний раз, тут была просто равнина. И висела надпись, что... Да, вот. Вернусь. Висела надпись, что строят комплекс детская клиника. Ага. Вот была только она, и все. И больше не было ничего. Ой, подъемы и лестницы. Да, любимое развлечение. Теперь мы снова идем наверх. Какое интересное видео с промзоны, да? Спортивный село. Уже к цивилизации приближаемся. Паук носит, это означает, что работает эвакуатор. Не ставьте машины возле забора, пожалуйста, спасибо. Сейчас я отдышусь. Хотя какой отдышусь? Мне еще наверх идти. Ладно, пойдемте так. И вот, немножечко поднявшись от трассы, мы опять попадаем в тихий район. Да, не просто район, это что-то на вроде Первого меда в Петербурге. Если кто из Петербурга, такой университетский городочек. Факультеты разные. Ну и, конечно же, церковь. По идее, я хотел вот туда, направо пойти. Видите, там храм Святого Саввы. И там очень красиво, и оттуда, в принципе, стоило начинать. Но я не ищу легких путей. Поэтому пойдемте вот туда. Мы обязательно вернемся к храму Святого Саввы. Но я для начала хочу вот туда сходить. И сам посмотреть, и вам показать кое-что очень-очень интересное. На улице 21 градус, но без деревьев, вот на этом вот голом асфальте, чувствуется как будто 35.
Проблема Белграда в том, что он очень не зеленый. Чем дальше отъезжаешь от Белграда, тем больше зеленей в городах. Нови Сад очень зеленый, Суботица очень зеленый город. А Белград это просто какой-то ужас урбанистический. Летом тут, конечно, невозможно. Ну, наверное, поэтому я здесь бываю раз в год под Новый год. Здесь какие-то националисты живут, судя по всему. Ну, что это, смотрите. Балканский полуостров, Сербия. — 2025 год. А у нас вот тут сила в правде, видите. Я думаю, что вы сами свое мнение напишите в комментариях по этому поводу. Я не хочу такое комментировать. Грязные стены я уже прокомментировал, на этом мои полномочия все. Какая красота. Это же Веспа, да? Веспа красиво. Ну, в общем, да. Вот он этот студенческий городочек. Тишина, покой, видимо. А сегодня что, какой день недели? Сегодня воскресенье. Сегодня никого нет. Я помню, что я как раз ходил вот по той улице, вот туда, за это здание. По-моему, это был понедельник, какой-то рабочий день. Я ходил в венгерское консульство. Я не мог пройти, потому что там студенты реально устроили просто блокаду. Они вышли на перерыв покурить, пожевать между парами. И все, и там все встало. Там просто пробка из людей. Буквально, реально, плечами друг к другу. Так, давайте я приду на ту сторону, потому что хочу показать кое-что очень-очень забавное. Ну, в общем, вот студенческий городочек. Тут какой-то забор с мусором, как всегда. А вот тут, смотрите. Как вы думаете, что это? Так, ну по-нью-йоркски перейдем на красный свет. Как вы думаете, что это? НИИ? Нет, это не НИИ. Видите, будка охраны. Так, я пойду, пожалуй, сюда. На меня какой-то мужик смотрит с автоматом. В общем, это ни разу не НИИ, ни разу не тюрьма и не прочие прекрасные вещи. Это российское посольство. За 1000 заборов с людьми с автоматами, которые на тебя смотрят сразу же, как на... Прямо веет родиной оттуда, в общем. Ну, давайте, мужик вроде ушел. А то мне общаться не хочется с такими ребятами. Я не для этого из России уезжал. Вот это вот консульство. Я потом для интереса сравню и покажу консульство, посольства других стран. Как они выглядят в Белграде. На контрасте это будет очень весело. Ну, в общем-то, это все, что я хотел вам показать здесь. Поэтому пойдемте к храму Святого Саввы. Там фонтаны, там есть деревья. Там хорошо. Заводы стоят, одни блогеры в стране. И причем я слышу русскую речь. Институт за онкологию. Ага. Онкологический институт. Ну, вот медицинский такой квартал, да, здесь. Здание, конечно. Вот оно очень похоже на российское консульство, но единственное, что его отличает и что делают ему сразу 100 очков. У него нет забора. Оно выглядит сразу нормально, как видимо. Как максимум просто хорошо. Ну и, собственно, я хотел свернуть направо вот по той улице пройти, но я чуть дальше прошел к консульству и все равно вышел на этот пятачок. А что у нас на этом пятачке? Помимо всяких размалеванных ларьков опять какими-то умельцами. Тут у нас самое главное. Символ Белграда. Это чтобы бегать там наверху или что? Непонятно. 2 страшных ларька и над ними мостик. Я вот жаловался, что осень была долгая, но нет. Что не покажу красивый Белград. Нет. Пожалуйста. Уже все цветет. Туристы. По традиции чуть-чуть пойдем в бок сначала. Не пойдем сразу к храму. Хочется сделать кружочек вокруг. Это храм Святого Саввы. Он находится на всех открытках, логотипах и прочем мерче Белграда.
И чем же он так крут? А я вам сейчас расскажу. А вот такую красоту я вам принес. Вот почему я пошел не сразу к храму, а около него. Это у нас Кара-Джорджа. По-русски Кара-Георгий. Ну, Кара-Джорджа звучит как-то красивше. Смотрите, на каком возвышении стоит этот памятник. Явно человек непростой, да? Раз такую красоту ему сделали, высокую. Это у нас сербский герой. Человек, который устроил первое восстание против османов. Вот он стоит, суровый, с шашкой такой. Кара по-турецки это черный. Так что это черный Георгий, черный Жора. У них даже есть пиво, называется Цирни Джорджа, в честь, собственно, вот этого вот товарища. И турки его очень боялись, ну, вернее, османы, да, будем называть их исторически. Сам по себе был чернявый, и вот они его прозвали Кара-Джорджа, черный Георгий. Храм Святого Саввы. Кто-то говорит, что один из самых больших православных храмов в мире. Кто-то говорит, что самый большой православный храм в мире. Но есть же храм вот этот в Москве, он вроде как больше. Кара-Георгий, который устроил восстание против османов, и храм Святого Саввы. Тоже не просто так здесь стоит, все в одном месте, потому что здесь сожгли мощи Святого Саввы. Опять же, османы сожгли, поэтому построили вот такой храм Святого Саввы. Пойдемте посмотрим поближе. 9 марта, цветут вишни. Какая красота. А где-то в Питере мои друзья сейчас страдают под дождем. Передаю им привет. Как-то я гаденько просмеялся. Ну да, я гаденько просмеялся. Даже спорить не буду. Мне очень нравится, что надпись «Не выгуливайте собак», бегает собака. Прямо за надписью. Возвращаясь к разговору, почему экран не передает запахи. Вот там вот стоит вот этот ларечек. Там делают попкорн. И возле храма жутко пахнет попкорном, и хочется его сожрать сразу весь вообще. Сербы очень фанатеют по попкорну. И это прямо было для меня открытие, что на каждом углу стоят вот эти вот кокицы. По-сербски попкорн — это кокицы. И они их прямо вот могут в очередях за ним стоять, за попкорном. То есть это прямо такая национальная идея съесть попкорна. Ничего против не имею. Если бы еще курить бросили, было вообще замечательно. Ну ладно, бросить когда-нибудь. Молодежь там уже меньше курит. Я хотел зайти внутрь, а тут ремонт. У меня, если что, широкоугольная камера, но даже на широкий угол оно не влезает в кадр. Настолько это огромное здание. Дальше смысла идти нет, потому что он вообще перестанет влезать в кадр. Ну, ремонт. У нас была любовь, а теперь ремонт. Ну, что делать? Строительство храма длилось почти 100 лет, с 1935 года до наших дней. Когда я проходил мимо него, работы все еще продолжались. Сам храм возведен в честь святого Саввы, первого архиепископа Сербии, просветителя и основателя Сербской православной церкви. По значимости для Сербии его можно сравнить с нашим Владимиром Крестителем. Монументальнейшее здание. Наверное, я зря пошел мимо него, потому что мне его даже не снять сбоку. Ну, давайте я подойду прямо вплотную. На камере, наверное, не так видно, какое оно здоровое. Крест так красиво отражается. Тень от креста падает красиво. Вот я иду. И вот это мой рост. 1,83 м. Вот. Это только фундамент заканчивается на 1,83 м. А, ну вон вход. Можно зайти, кстати, да. Пойдемте, зайдемте. Там я не буду говорить, наверное, в православных храмах. А, там не запрещено снимать. Ну и не пойду. Не пойду тогда. Спасибо, до свидания. Видимо, Бог не любит, когда его снимают. Так в Библии писал. Не снимайте меня на камеры, пожалуйста. Я смущаюсь. Ну, я все ворчу, на самом деле. Это так,
веселюсь, я не со зла. Ой, опять деревьев нету, я сейчас умру просто. Пойдемте в тенечек. Кстати, да, очень прикольно сочетается парк вот этот возле храма с самим храмом. Храм такой монументальный, здоровый. Ну, одни русские в городе. Здесь все сербы. И такой парк рядом. Уютный, маленький такой. Давайте посмотрим на Карла Джорджича монументального со спины. И пойдемте дальше. Ну да, здесь какой-то прямо вот ремонт. Я уже ушел, но вернулся и вот что увидел. Грубо говоря, перевод в том, что ни одно дерево не должно быть срублено. Видимо, это протест против какой-то здесь стройки. Непонятно. Видимо, собираются срубить, что ли, эти деревья. Но это дурацкая затея. Зачем? Хороший парк. Ну, в общем, вот сербы протестуют, что-то клеят. Такая вот загогулина. Такое вот замечание. Просто было интересно прочитать, что там написано. И прочитал, и мне это не понравилось. Ну, как и эта буква Z, мне, конечно, тоже не понравилось. Но здесь уже все понятно. Еще, кстати, такое замечание. Может быть, это будет интересно. Белград входит в топ городов самых безопасных в мире. Так это или не так, я сказать вряд ли смогу, потому что я не живу в Белграде. Но по моим впечатлениям, да. Сербия супер безопасная страна. И дети, которые, например, я приезжаю с репетиции, я на барабанах играю и приезжаю на автобусе с репетиции где-то часиков в 12 ночи. Иду через дворы, и детишки в 12 ночи совершенно спокойно одни играют. Бывает такое, пару раз видел. Понятно, что а ну-ка в кровать спать, но мало ли что. Может, родители где-нибудь в театре, например, или куда-нибудь пошли на какую-нибудь встречу, тусовку и прочее. Детишки просто спокойно себе в ночи, в темноте играют на площадке. Это довольно крипово иногда, но если не знать, что там качель в темноте такая... Господи, там что, привидения? Нет, детишки. И детский смех такой из темноты. Хо-хо-хо-хо. Как раз, два, Фредди в гости жди, вот это вот все. Так что, в целом, да. А к чему я это сказал? А сказал это к тому, что, например, в Барселоне, да, мне было бы не очень комфортно ходить с камерой вот так вот по улице на вытянутой руке. А тут я спокойно себе хожу-брожу, и у людей, которые меня замечают, скорее две эмоции на лицах. Либо что это за дебил с камерой, либо просто интерес. Ну, какой-то чувак с камерой, прикольно. Ох ты ж, ёшкин кот. Вот это я где-то вообще непонятно где. Здравствуй, Тарья. Тагезер тур. Ну да, такой Тагезер тут в центре Белграда. Ух, какие ворота. Ёшкин кот. Ёшкин-матрёшкин. Это же вообще... Здесь, похоже, цыгане живут. Вот что я вам скажу, товарищи. Обычно вот в такой вот... Если вокруг нелицеприятно все выглядит, то там, скорее всего, цыгане. Но, может быть, и нет. Но ворота, конечно, огонь. Вот это красота. Блин, жалко, что оно так, конечно, запущено. Очень красиво. Я уже говорил, да, что в Белграде бесплатный транспорт? По-моему, нет. Скажу сейчас. В Белграде бесплатный транспорт. Serbian Style. Домача храна. Храна — это еда. Домача, ну вы сейчас понимаете, да, что это домашнее. Сербский стиль. Знаменитая сербская группа Ария. Кипеловича там нету. Зато есть Холстиныч и Дубиныч. Знаменитые сербские музыканты. Выставка Бэнкси. Ну, эту группу никто не знает. Ария — это всемирно известно, а это кто такие, вообще понятия не имею. Так, надо, наверное, посмотреть на карту, потому что я что-то немножко заблудился. Я не так часто здесь бывал, поэтому могу заблуждать. Сейчас посмотрим. Ага, не, все правильно. Кругом русская речь, конечно же.
Сербов в Сербии не осталось. Вы посмотрите, какой красивый дом. Ну это же просто что-то с чем-то. Я вот не знаю, я так в стилях не разбираюсь, как Денис, например. И не могу сходу сказать, что это за стиль. Мне кажется, что это модерн. Такая частичка Петроградки. Очень похоже. Ну что ж, мы с вами на площади Славии. Вот там Макдональдс. Первый в Белграде. Трамвай, который перекрыл мне Макдональдс. Оп, снова Макдональдс. И на этот раз автобус, который перекрыл мне Макдональдс. Что ж такое? Вот там Макдональдс. Он начал работать, по-моему, даже раньше, чем в Москве. Югославский Макдональдс. Площадь Славии. Фонтаны наконец-то заработали. Красота. Синенькие автобусы. Красненькие автобусы. Вот. Вот такой вот Белград. Смотрите, модернизм. Модерн, да, наверное, скорее всего. Поправьте, если я не прав. Скорее всего, я не прав. Белград. Город, который основан до нашей эры. Вы представляете? Выглядит вот так. Вы только вдумайтесь. До нашей эры. А сейчас здесь стоит какой-то Толик из России. Ладно, пойдемте дальше. Я бы, конечно, вот туда, наверное, свернул. Пойдемте к Макдональдсу подойдем, да. Что-то мне вот в ту сторону не очень хочется, а к Макдаку хочется сходить. Есть там я, конечно, не буду. Я вообще не знаю, как Макдональдс. Здесь, почему люди едят Макдональдс в Сербии, учитывая, что в Сербии уличная еда очень развита. Она очень вкусная и стоит дешевле, чем Макдональдс. Это какой-то запредельный уровень маркетинга. Был бы я сербом, я бы никогда в Макдональдсе не ел. Ну, я и так никогда не ел. А здесь, так я так понимаю, нерегулируемый, да, переход? А можно я перейду, пожалуйста? Спасибо. Спасибо. И вот чего никогда вы в России не встретите, это трамвайные пути. Хотя, может, встретите, конечно. Трамвайные пути, которые идут рядом с тротуаром. На мой взгляд, это не очень безопасно. Но, с другой стороны, есть забор. Хотя детишки, которые выбегают, помня себя в детстве, меня бы забор этот не остановил. Я бы стопудово попал под трамвай. Первый Макдональдс появился в Белграде в 1988 году. Тогда это был не просто ресторан, это был символ перемен. Очереди выстраивались на сотни метров. Люди ждали по несколько часов, чтобы попробовать тот самый Биг Мак. Big Mac? Через 11 лет во время натовских ударов в 1999 году белградский Макдональдс становится одной из мишеней народного гнева. Для многих он символ Запада. В ходе протестов ресторан был разгромлен. Спустя почти десятилетие новая волна беспорядков. В 2008 году, после провозглашения независимости Косово, люди снова выходят на улицы. Снова громят Макдональдс и заодно посольство Америки. Вот он. Запечатляем для потомков. Первый Макдак в Сербии. Ну тут даже есть историческая справка. Бульвар. Да-да-да-да. Улица 1896 года. Ага. И всякие исторические... тут прямо вот исторические всякие штуки. Ну, учитывая, что город... Первое упоминание об этом городе где-то 200-й год до нашей эры. Тут, в общем, на каждом шагу история. Да, вот тут памятная табличка. Первый Макдональдс. Первый Макдональдс. Ресторан в Белграде. Открыт 24 марта 88-го. Мне был уже годик почти. Такие дела. А еще здесь жил некий профессор. Специалист, зубной лекарь. Основатель хирургии лица. Вот такой вот стоматологический факультет. В общем, он в этом доме жил. Где сейчас Макдак. Ну, куда ни ткни, красота. А еще Сербия очень футбольная страна. Вот по татуировке на ноге у молодого человека вы можете это даже увидеть собственными глазами. А еще за Макдаком я вижу одну очень интересную вещь. Даже не вещь, а целый бар. В общем, если вы русский человек,
В принципе, если вы турист, который не курит, то можете заглянуть вот сюда. Очень советую. Отличный выбор пива. Внутри не курят, а в Сербии это проблема. Ну и на родном языке можете поговорить, если что. А он сейчас закрыт, наверное, да? Я загляну туда. Здравствуй, Бруно! Можно к вам на секундочку заглянуть? Привет. Я тут снимаю видосик про Белград. Что у вас есть вкусного? Я знаю, я не буду ничего брать. А русская есть? Ну вот, я вижу. Black Widow. Догма, наверное, русская есть. Нет, Догма не русская. Догма это местная. Белград. Ну да, Black Widow русская. Ну вот это делает крафтовое пиво. Во, кстати, Тигран, да. по-моему. Да. Вот советую Одри Хорн. Всем фанатам Твин Пикса. True Crime. А еще у него какое-то есть лютое такое пиво. Томатка. Да, лютая томатка у него есть. В общем, не хотите курить, хотите выпить, пожалуйста, в русский бар. Итак, ладно, пойдемте тогда сейчас уже свернемте вот туда. Бруно я вам показал. Больше здесь смотреть нечего. Шучу, конечно. Пойдемте вот туда. На красный не будем переходить. Хотя можно перейти. Никого нет. Трамвайчик. Да, предлагаю вот все-таки продолжить маршрут. Ну, мы шли вот там, по той улице. Потом я такой, пойду обратно. И пришел сюда. Поэтому предлагаю пойти все-таки вот туда. Дальше продолжить. У нас такой сегодня... Это не горизонт завален, это трамвай вниз поехал. У нас такой сегодня почетный круг по Белграду, можно сказать. Просто основные какие-то вещи. Зацепить, почувствовать дух города, хотя, скорее всего, дух города с видео вряд ли почувствуешь. Дайте мне уже, пожалуйста, зеленый свет. Никого же нету. Все, я пойду. Сколько можно стоять. Вот, продолжаем. Сербы, конечно, мне скажут, мои знакомые, что Белград это не Сербия. Не соглашусь. Москва это не Россия. Ух, как красиво. Москва это не Россия. А Белград это Сербия все-таки. Да, конечно, это столица со всеми вытекающими, да, штуками. Типа урбанизации, там, отдаления людей друг от друга и прочее, прочее. Но здесь оно не так чувствуется, как в Москве или там в Петербурге. Все-таки не соглашусь. Кто-то мне говорил из знакомых сербов, что Белград это не Сербия, вот Сербия это у нас. Ух ты, какая шапка. Им, конечно, виднее. И кто я такой, чтобы спорить? К тому же я в Белграде был раз 5, наверное, за всю свою жизнь. Но мне все-таки я какой-то дух ощущаю, вот этот вот дух Сербии. Конечно, мы потом в других видео сгоняем в другие города, и там явно будет лучше это заметно. Но сейчас ничего такого прямо какой-то столичный, я такого не ощущаю. Ну да, больше денег, так в любой столице больше денег. Странно, в общем. По мне так вполне себе Сербия. Троллейбусы. Как меня в детстве укачивало на троллейбусах. Я до сих пор на них не езжу, потому что у меня травма с детства. Давайте на красный, конечно. Мы здесь проездом. О, пойду туда. Там зеленый. Ух ты, зеленый автобус. Электробус даже, я бы сказал. А за ним красный автобус. Не хватает только синего, и будет полная гамма. Как же я обожаю все эти старые надписи. Не собьют, если я перейду обратно. Вот эти вот очень не хватает этого в Питере. Вот все это поубирали. Ну смотрите, какая красота. Шумадия. Продавница. Красиво. Ну красиво же. Надеюсь, тут оно и останется в ближайшие лет 100. Вот я хорошо перешел здесь тенечек. Конечно, Белград же. Надо теперь идти вверх опять. О, господи, дайте мне попить, пожалуйста. Явно гаража. Общественный гараж. Ну, парковка.
те слова, которые в русском, заимствованные слова, которые в русском мужского пола, они в сербском женского пола и наоборот. Гаража, гараж, банка, банк. Там стояла толпа русских и ругалась матом. Друг на друга. Я решил молча пройти мимо, чтобы меня не запалили. Очень неприятно они стояли, это делали. А вот там небоскреб возвышается. Черный небоскреб. Это район называется Лондон. Я, кстати, не понимаю эту привычку европейскую называть районы в городах названиями столиц. Да, там в Варшаве есть район Прага. Так это Варшава или Прага? Здесь вот район Лондон. Для меня так это очень странно. Непривычно, я бы сказал. Че, может, парадняк зайдем? Просто какая-то парадная. Просто чувак с камерой зашел в парадный лифт. Ну, старенький такой лифт-то. Прям. Эй. Интересно. Вот. Тут, кстати, да, я замечал, что очень много дворов открытых, парадных открытых. И никто, ничего, все нормально. Чистенько, аккуратненько. Вы посмотрите, какой артефакт. Юго. Машина Юго. Вот их бы тоже обновить. Классная же машина. А то у нас на Балканском полуострове только румыны почему-то что-то делают. Сербия же в центре Балкан. Давайте возрождаем заставу. Возрождаем Юго. Захватываем рынок. Сказал Толя, который ничего не понимает в бизнесе. Это улица каких-то бесполезных советов, по-моему. Давайте с нее свернем куда-нибудь. У моей жены есть подруга, которая переехала тоже из России в Европу. Она переехала в Германию. И она выдала потрясающую фразу, что я сменила Volkswagen в Москве на тележку в Берлине. На самом деле тележка — это офигенно. У меня тоже есть тележка, я с ней хожу на рынок. Я сменил ничего на тележку в Сербии и счастлив. Потому что тележка — это круто. Ты в нее можешь кучу всего положить. Это у нас в России считается, что бабульки с тележками ходят. А здесь с тележками ходят все. Так, я вроде свернул с улицы советов бесполезных, а все равно продолжаю что-то гундеть. Надо, наверное, еще раз свернуть. А хотя нет, я вижу одно очень классное место. Пойдемте туда. Так, ты едешь, не едешь. Сказал я, переходя на красный свет. Ну, молодец, конечно. Это консульство Испании. Все. Это вся информация. Ну, там работают приятные люди. Мне было очень комфортно с ними общаться и получать визу в Испанию туристическую. А вот это вот у нас музей Теслы. Вы же знаете, кто такой Тесла, да? Все знают, кто такой Тесла. Так вот, Тесла, он серб был. Я ни разу не видел в этом музее, чтобы не было очереди. Ну, сейчас воскресенье. Сейчас никого особо нету. Но обычно здесь очередина, вот она спускается вниз сюда. И по улице уходит аж вот туда. За тележкой. Ну, вообще, это, конечно, самое туристическое место. Наверное, одно из самых. Потому что Теслу знают все. И посмотреть на его чудеса тоже хотят все. Но туда я не пойду, потому что у меня нет времени сегодня на это. Мне еще документалку снимать идти. Но сходим. От Теслы мы, в общем, свернули вправо. Продолжаем ровно идти прямо, только просто по другой улице. Такое приятное каждому русскому уху слово, как «бус». За здоровье Белграда. В общем, он ебус, и вы тоже. За здоровье так тем более. А мы вышли... Куда мы вышли? Улица Короля Александра. К Ташмайдану мы вышли. Ташмайдан — это парк. Ну, слово «Майдан» тоже довольно знакомое слово, да? Майдан Незалежности.
площадь Независимости. Вот в данном случае не знаю этимологию, я посмотрю потом в интернете. Но мне кажется, что в сербском Майдан не площадь, а парк скорее. Потому что там нету площади, там парк. Он называется Таш-Майдан. Так, зеленый мне, пожалуйста. В любую сторону. Та сторона тоже сойдет. Спасибо. Ну вот на этой улице, да, короля Александра, уже чувствуется большой город. Да, вот здесь Сербии нет. Реально. Но где мы ходили до этого, вполне себе дух и ощущался, и люди, все. Здравствуй, трамвай. Цервени трамвай. Ага. За ним должен поехать синий обязательно, зеленый. Нет, все равно красный. Старичок. Вот это старая русская традиция — встать посреди перехода. Зачем нам ждать? Мы ждать не любим. Мы перекроем нахрен дорогу всем пешеходам. Это, кстати, не по-сербски. Вот в этом чувствуется большой город. Действительно. Все спешат, все гудят. В Нови Саде или в Субботице, или еще где-то такого нету. Ну, сегодня какой-то просто день красивых машин. Вы посмотрите, что это такое. Ну, это же просто что-то с чем-то. Красный сигнал. Ё-моё, какая красота. Номера у нее, все, она может ездить. Ну, правда, колеса спущены. Ну, ладно, что. Надуем и поедем. Ну, вот эти вот современные машины, посмотрите, ну что это? Все какое-то одинаковое, мыльницы какие-то, все скользкое. А та прям, ух. И вот мы свернули буквально, реально 3 шага с проспекта, и все, и опять Сербия. Опять вот эти вот цветочки, собачки. Какой пас? Happy пас. Вот собачки, люди отдыхают. Вот она, Сербия. Вот там цивилизация, урбанизация и прочие неприятные вещи. А здесь вот пас. А вот там. Я когда этот памятник первый раз увидел, я вообще обалдел. Я просто не ожидал такого. Пойдемте, я покажу. Я думаю, на видео уже видно, кому этот памятник. Гейдар Алиев, национальный лидер азербайджанского народа. В центре Белграда. Это я не ожидал этого еще никогда в жизни. Это очень неожиданно было. А я причем по делам бежал. К бухгалтеру или кому-то я бежал там по налогам. Еще когда вот только приехал. Бегу такой, как Гейдар Алиев стоит. Я чуть не сел на асфальт. Ну вот здесь уже свои люди. Здесь все правильно, как и должно быть. А там Гейдар Алиев. Ну, окей. Это что-то очень смешно каждый раз. Уважаемые зрители, очень я устал ходить, бродить. Я уже 3 часа иду. Сел вот в этом прекрасном парке Таш-Майдан. Купил себе греческое пиво Алфа. Ну, хоть не Сигма. Том спасибо. Вот. В Сербии, кстати, разрешено употребление алкоголя. Бесплатный транспорт в Белграде. Можно пить пиво. Мне кажется, что еще надо? В общем, ваше здоровье. Сейчас я попью пиво и пойду снимать дальше. Осталось немножко. Еще часик, наверное. Ну, пиво как пиво. Жидкое. Ну, на жаре уже плюс 25, кстати. Да. На жаре самое то. Кто-то ключи потерял. Очень жаль. Ну, надеюсь, вернется с ключами. Что, какой-то ссылка на Инстаграм, что ли? Непонятно. Забавно. Надеюсь, что это ключи не от этого Инстаграма. Ну, в смысле, что это не какая-то залепа квартирная там. Есть такое понятие полако, сербское полако. Ну, не торопясь, не быстро, никуда не спеша. Этот образ жизни, когда сидишь, никуда не торопишься, когда в кафе весь день проводишь, мы называем полака полачица. В общем, вот
Мне кажется, лучшее видео для этого. Вот она, Палака палачится. Полностью вообще. Вот просто куда ни глянь, везде Палака палачится. А вон, кстати, по-моему, объяснение, почему тут стоит Гейдар Алиев. Я там вижу вот 2 флага. Пойдемте почитаем. Наверное, нам сейчас все объяснят. Я на это очень надеюсь. Так. Ага. Обновление вот этих вот всех штук вокруг нас, где мы сейчас с вами вроде бы, было произведено, реализовано. Да? Учим сербский вместе с Толиком. Я сейчас это уберу. Так. Реализовано с поддержкой посольства Республики Азербайджан. Видимо, вот потому ему и поставили памятник за то, что он здесь все реновировал. На самом деле могу сказать, что это мое первое такое видео такого формата. Я обычно раньше снимал, с оператором там или сам как оператор. Огромную камеру выставляешь, подцепляешь микрофон, цепляешь суфлер, по суфлеру читаешь текст, который сам написал себе. Вот опять кокится. Этот формат такой прогулки, шетня по-сербски, довольно необычный для меня. Я первый раз такое делаю. И могу сказать, что удивительно, что людям вообще на меня наплевать. Учитывая, что в Сербии люди очень эмпатичные, всегда есть с кем поговорить, если ты хочешь поговорить хоть в автобусе, хоть где. Учитывая их интерес к тебе и мой интерес к ним, даже удивительно, что всем, в общем-то, плевать. Для меня это такой забавный опыт. Маша и медведь. Проклятущие. В этом храме находятся мощи царя Душана. Душана, по-русски, наверное, Душан. По-сербски Душан. Это царь, который сделал Сербию самой большой, самой великой страной на Балканах. Объединил, можно сказать. И там вот лежат его мощи. Он у нас по понятным причинам, да, к лику святых был, как это называется, приурочен. Не знаю, как это называется. В общем, святой он в Сербии. Там лежат его мощи. Я не знаю, мне дадут там снять или нет, или там, как в храме Святого Саввы, Господь против съемок внутри. Если дадут, то я, конечно, сейчас зайду. Табличек не снимайте, я вроде не вижу на храме. Но тут есть еще одно место, я надеюсь, что оно открыто сегодня, хотя сегодня воскресенье, может быть, оно и закрыто. Вот тут вот маленькая такая часовенка стоит, рядом с большим таким красивым храмом. Маленькая часовенка. И вот там лежат мощи, как мощи. Можно называть мощами или нет? Наверное, закрыто, скорее всего. Сейчас посмотрю. Да, ворота закрыты. Тут вообще ничего не работает, тут закрыто. В общем,
Там могила находится барона Врангеля. Барон Врангель из белого движения. Такой же предатель родины, как и я, очевидно. Но я не такой же крутой, как он, конечно. Похоронен вот здесь. Ладно, пойдемте дальше. Наш почетный круг по Белграду уже скоро закончится. А вот впереди, кстати, здание Скупштины. Скупштина — это типа как Дума по-нашему. Вот эти вот башенки зелененькие — это Скупштина. Сейчас в Сербии небольшой, ну как небольшой, вообще большой, как мне говорит мой сосед, со времен Милошевича большой такой политический кризис. И вот там в том числе возле Скупштины протесты проходят и прочие приятные вещи. Но об этом мы поговорим в следующем видео. Потому что там будет сподручнее об этом рассказать. Потому что все эти протесты начались с Нови Сада, с трагедии в Нови Саде. И я туда поеду и сниму отдельное видео. И поговорим о протестах в Сербии и прочем. О, я вижу еще одну югославскую машину. Очень крутую. Нет, та, что слева, это фигня. А вот эта белая, еще и белая. Она просто офигенная. Ох, ёж твой... не, это Peugeot. Нифига себе. Это Peugeot. Это не горизонт завален, это просто улица кривая. Это Peugeot. Белый. Если есть олицетворение слова «секс», то оно вот здесь стоит, возле храма. Это просто что-то с чем-то. Я ничего не понимаю в машинах, я зато понимаю в эстетике. И это очень эстетично и красиво. Ну ладно. На меня уже странно смотрят. Пойдемте дальше. Кстати, да, я хотел одну вещь рассказать. Я очень люблю Белград. Я, живя в России, в Москве был раза 3, наверное. Нет, 4, наверное, да. 2 раза по работе и 2 раза с концертами мы там были. И я терпеть не могу Москву. Просто ненавижу. А в Белграде я не живу, но за 3 года в Сербии я был в Белграде больше раз, чем был в Москве за всю жизнь в России. За 35 лет в России. Это прямо удивительные такие факты. Помахали рукой мне. Вот. Такие пироги. Наверное, это для кого-то покажется крамолой какой-то. Факты есть факты. Мне вот этот город, эти люди мне нравятся больше, чем Москва и москвичи. Простите меня, москвичи. Такой вот я питерский сноб. Ой, какое здание. Смотрите. Сталинка какая. Я называю их Титовки. Здесь же Сталина не было, здесь был Тито. И вот такие здания я называю Титовки. В них тоже есть этот размах коммунистическо-социалистическо монументальный. Ну, об этих зданиях и об этих людях, которые подобное строили, делали ролик с Ильей Варламовым. Я на него ссылку оставлю, там все эти движения очень хорошо расписаны. И в Сербии было свое движение, я про него тоже, наверное, сниму ролик. Мне просто эта тема очень интересна. Ну, посмотрите, как красиво, а? Ой, лепота какая. Кстати, да, интересные факты о сербском языке. Лепота и лепо, у них это красиво, красота. У нас это, помните, раньше тоже использовалось. Иван Васильевич, когда смотрит на Москву, на мою любимую Москву. Лепота. Ой, лепо. Вот там, конечно, эти новые здания мне не нравятся, но а что делать? Зато дух города. Ну, сразу видно, что это какое-то государственное здание. Вот это вот. Кони, люди, конелюди. Все вот эта вот красота, естественно, вокруг. Жить, конечно, в Европе это офигенно, потому что в какой город не поедь, везде какая-то история, везде какие-то конелюди. Везде все эти вот дома, корабли, кариатиды. Ну посмотрите, ну. Я даже не знаю, что круче, Peugeot белый или вот это вот. Наверное, Peugeot все-таки. Peugeot мне больше нравится. На нем можно ездить, а не только смотреть. На этом коне ты не проедешь, к сожалению. Так, куда мне идти-то? Я что-то запутался. И Тито, кстати. Юморески просто уровня КВН. Так, это, по-моему, Лондон. А мне, значит, по-моему, вот туда.
Куда ни плюнь, везде история. Ну, плевать, конечно, не надо. Дом инженеров в Сербии. Смотрите, какие красивые буквы. Везде бы так писали. Похоже, протесты, не? Смотрите, палатки стоят. Напротив как раз Скупштины. Это протесты, да. Я гулял по Белграду 9 марта, а через неделю эти улицы выглядели уже вот так. В Белграде прошел самый массовый в истории страны митинг против коррупции. Честно говоря, я и сам такое видел первый раз в жизни. По данным МВД Сербии, в акции приняли участие около 107 тысяч человек. Оппозиция заявляет разные цифры, от 200 до миллиона человек. Протесты прошли мирно, без серьезных инцидентов, а главным оружием против всего плохого за все хорошее люди выбрали мемы. Повторюсь, о причинах протестов поговорим в следующем видео из города, где эти протесты и начались. Вот оттуда мы пришли. Мы сделали почти полный круг. Видите, там гора. Ну, моя жена сказала бы, что это не гора, а так холмик. Она с Владивостока, поэтому она мои восхищения горами не поддерживает. А это просто холм какой-то. Что там гора? Господи, тоже мне питерский, не видел гор. Ну и вот да. Зачем срать, где живешь? Я вот не могу этого понять. Если есть сербы, объясните мне, пожалуйста. Зачем ваши сограждане расписывают стены? Пусть себе рожи распишут, как по мне. Как же здесь громко. Но это главный проспект, да, Белграда. Тут всегда громко. А вот Лондон, да. Мы все круги наворачиваем вокруг. Вот этот район называется Лондон. Тут даже вон магазин. Идея Лондон. Ой, бежим. Идея нахожусь. Я, наверное, сейчас туда зайду за водичкой. Здравствуй, пас. Кого ждешь? Игнорирует меня. Ну ладно. Улас. Я вижу Улас. Все, нам туда. Кстати, напишите в комментарии, было бы вам интересно по магазинам погулять по сербским, посмотреть ассортимент и цены. Мне кажется, это интересно. Посмотреть, чем питаются люди. Почему-то это всегда интересно. Мне вот лично тоже интересно. Я водичку возьму. Опа. Ну, наверное, пивко посмотреть. А пивка здесь нету, скорее всего. А, пивка здесь нету. Вот пивко. Ух ты, что-то интересное. А, Рыбакрафт. В общем, будете в Сербии, вот это не берите. А вот это хорошее. Вот это берите. И НАТО не берите. Ну и вот Салтом можно взять. Хорошее пиво, да. Я, наверное, его и возьму. Лагер, стаут. Белградская ИПА. О, мы же в Белграде. Правильно, берем ИПА. Пойдемте в самообслуживание. Так, а скорее всего у меня попросят подтверждение возраста. Ладно, на кассу пойдемте. За такую съемку меня бы, наверное, на телеканале убили. Что задник весь светлый, а я весь темный. Но мне пофигу, это мой канал. Что делаю, то и хочу. Что делаю, то и хочу. Что хочу, то и делаю. В общем, купил водички. Сейчас попьем и к финальной точке. А вот там вот непослушный собака. Непослушный пас. Вот. Ему сказали сидеть, но он сейчас сел. А до этого он ходил, бродил. То есть хозяин ушел, а он такой типа, о, хозяин не видит, и пошел бродить. Так, ну одно посольство мы уже видели. Да, я показывал, испанское. Без автоматчиков, без
заборов и прочей прелестные вещи, которая нам так дорога, которая дорога каждому русскому человеку, да, это рамки, заборы, автоматчики, полиция, криво смотрящая на тебя, сразу же воспринимающая тебя как врага. Вот испанское было нормально. Вот сейчас я покажу еще 2 посольства. До посольства мы пока не дошли. Зато вот Министерство обороны Сербии. Разбомбленная НАТО. Четверть века назад. Так и стоит. Так сказать, такая передача, помните, была, чтобы помнили. Вот, чтобы помнили. Она стоит. Вон там даже написано Министерство отбраны и войска Сербии. Министерство обороны и армии. И мы все еще в центре Белграда. Они не стали это убирать, что для меня, конечно, удивительно, но их право. Мне кажется, это очень небезопасная штука такая вот. Ее нельзя долго держать замороженной в таком состоянии. Она обрушится рано или поздно. Но на это есть ответ. Этот дом, эти 2 здания, выкупил то ли зять, то ли кум какой-то Трампа, короче. Кто-то из семьи Трампа. И здесь будут, насколько я помню, строить большие стеклянные здания вместо вот того, что сейчас мы имеем, разбомбленного. Весной 1999 года авиация НАТО начала бомбить Югославию. Удары наносили по военным объектам, инфраструктуре и правительственным зданиям. Одним из самых известных стало здание Министерства обороны в центре Белграда. Оно было разрушено точечными ударами управляемых ракет. Восстанавливать его не стали, здание до сих пор остается в руинах. Это напоминание о событиях тех дней. Бомбардировки продолжались 78 дней. Использовали и крылатые ракеты, и кассетные боеприпасы, и даже боеприпасы с объединенным ураном. Под ударами оказались промышленные объекты, мосты, дороги и жилые кварталы. В результате погибли сотни мирных жителей, тысячи получили ранения. Вот от этих вот надписей меня в последние 3 года особенно корежит. Служим Сербии, служим России, вот это вот все военщина. Но вот в данном случае, в конкретном, как сказала Наташа, моя жена, на фоне вот этого вот всего подобная картинка выглядит уместно. Что, да, вот если мы не будем страну защищать, то вот будет вот такое. Не могу не согласиться, да. В данном случае меня хоть и корежит, но это уместно. Здесь, на этом месте, это уместно. Ну и вот я обещал показать посольство здорового человека. Польша, амбассада польская. Ни одного автоматчика, ни одного забора. Здание как здание. Люди как люди. Где-то там вдалеке еще я вон вижу, да, флаг Европейского Союза. Там еще немецкое посольство. Пойдемте, дойдемте до него. Уйдемте. Чистенькие, приятные здания. Но когда мимо того проходил, да, прям на родину захотелось. Повеяло, знаете, вот чем-то таким. Чем-то с той части света. Каким-то вот ветер какой-то, может, или что-то такое. А, это, по-моему, Италия, да? Италия. Ну, в общем, вот. Улица как улица. Дом как дом. Все, пойдемте обратно. Свернули мы от печальной страницы нашей истории человеческой вот сюда, на эту улицу. Здесь мы и закончим нашу прогулочку, шетню. Да, шетню закончим здесь. Там вдалеке здание бывшего центрального вокзала. Мы начали вот от нового здания, такого вот красивого всего, с новым таким современным дизайном, вот это все. А здесь вот находится старый вокзал, на который буквально лет 5 назад, насколько я помню, еще приезжали поезда. Вот пойдемте вот туда. Мне кажется, это будет вполне логичное завершение прогулки. От вокзала к вокзалу. Круг почета.
Ну вот, мы у старого вокзала. Ну и памятник. Куда же мы без памятников? Это Стефан Немanja, государственный деятель Сербии, который объединил сербские земли. У него вон меч, а в другой руке у него свиток с законами, насколько я помню. Он стоит на разбитой византийской державе, что называется. Как бы он разрушил Византийскую империю. Но тут еще интересно не только то, что этот памятник красивый или некрасивый. Кстати, у сербов были споры по поводу того, что красивый ли этот памятник и вообще имеет ли он место быть. Ну, не знаю, по-моему, красивый. Мощь, харизма. Самое интересное, что автор этого памятника – российский скульптор по фамилии Рукавишников. А вы находитесь, напоминаю, на канале Рукавешка. Так что мне кажется, что вполне логично, что Рукавешка закончит свое видео возле памятника авторства Рукавишки. Да позволит он мне так его назвать. Да, это опять мои глупые шутки. В общем, вот Рукавишников сделал вот такую вот штуку. Стефан Немanja очень почитаемый. И, по-моему, он даже, да, к лику святых, насколько я помню, он. Так что вот такой вот сербский святой напротив вокзала. Громаднейший памятник, можно вот даже внутрь зайти. Что-то мне туда страшно даже вставать. Там, похоже, какой-то исторический слой. Не люблю я высоту, поэтому я снизу поснимаю. Ну и вокзал. Сейчас он не работает, там собираются сделать музей, что, в общем-то, правильно. Они как в Питере сделали из вокзала торговый центр. Из Варшавского. Фу, просто до сих пор меня корежит от этого. Сейчас здесь никого нет. Ребята вон катаются на скейтах. Да и все. Но в будущем, надеюсь, будет музей. Музей в таком здании, это круто. О, чувачок упал. Ха-ха, я снял твой прокол. Спасибо, что были сегодня на этой прогулке. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, я не слишком тупо шутил и не слишком глупо рассказывал. Не переключайтесь, дальше будет гораздо больше, гораздо веселее, гораздо интереснее. Знали бы вы, сколько у меня идей, сколько документалок я запланировал и прочее. В общем, пока. Ну вот, прогулка по Белграду подошла к концу. Город многослойный, непростой, но точно не скучный. Спасибо, что были со мной. Если интересно, заглядывайте еще. Впереди много нового.